Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Слушайте, посрезала уже последние цветоносы с недавно цветущих орхидей. Это у меня остаточное цветение. Ой, красавчика сапфира. Ну вот болталось там 3 цветочка, 4. Вот еще один на веточке. Ну думаю, ну чего оно так вот? Надо дать уже отдохнуть красавцу. Он уже начал растить новые листики, корешки. И вы знаете, вспомнила, что где-то на просторах Ютуба видела работы в видео у авторов, там, где эпоксидной смолой заливают подсушенные цветы орхидей. И такие красивые брошки, серьги делают, кулончики, девочки. И вот это само то. Вот эти цветочки сейчас бы, если бы уметь, залить, немножко подсушить, эпоксидкой залить. В общем, умельцы разные. Вот была бы вот такая вот красивая брошечка. Короче, вот так вот. Я прям только сейчас вдохновилась, воодушевилась. Вы знаете, жалко, конечно, срезать, вот, чтобы вот так вот со свеженького букетика. А вот с такого уже, который отцвел, доращивать, ну, уже не жалко. В общем-то, вот расскажу вам, что сейчас у нас прохладно и влажно в квартире, еще нет отопления. Свет, вы видите, у нас сегодня, и причем у нас количество без света часов значительно вот сегодня меньше в выходной день, чем в будние дни. Ну, наверное, это зависит от того, что в выходные дни не работают предприятия, может быть, поэтому и нам такой комфорт. Поэтому цветочки сегодня с подсветкой. Сейчас только буквально на час отключат свет, но я думаю, это все нормально будет, ничего страшного. Я на ночь сегодня оставила прям освещение, и цветочки получали свет от ламп. Ну, было немножко некомфортно, потому что вот это, знаете, тут зарево было в кухне. Сейчас хожу и рассматриваю, кто тут у меня еще стойкий воин, кто цветет. Вот моя красавица. Ой, слушайте, ну ведь бабочка, обалденная бабочка. И вот этот один цветочек за лето, это, конечно, такое себе. Но все равно приятно, как стойкий солдат, здесь на полочке один бутон распустила. Моя красотка, очень классная. Спрашивали про нее девчонки, спрашивали про листовую массу. Сейчас мы с вами рассмотрим ее листовую массу, отвечу вам на этот вопрос в видео. Я понимаю, почему, девочки, вы интересуетесь именно этим сортом орхидеи. Это Cherry Bomb в мутации бабочка, как она развивается. У меня тоже были некоторые сомнения в отношении этой орхидеи, потому что вот домашняя пара листьев, посмотрите, она меньше той пары листьев, которая приехала от садовника. Но вот этот новый лист на второй год, он уже немножечко догоняет те листья, которые приехали от садовника. Компактная розетка. Но вот такая тенденция в период адаптации у нее есть. Она растит небольшие листья. Это, наверное, зависит от того, что какое состояние у вашей Cherry Bomb на момент прибытия по корневой. Возможно, она где-то с корнями может немножечко распрощаться. Ну вот так у меня она сейчас выглядит. Вот вижу, что цвела она у меня каждый сезон. Много цветоносов срезанных на ней оставлено. Ну вот такая вот уже выцвела. Она, конечно, в начале цветения намного ярче и красивее. Гуляя по своим полочкам, я нахожу цветоносы. Не исключение, к моему великому удовольствию, моя красавица Дорион. Вот ее новый цветонос. Я этому очень, ребята, рада, потому что без такого должного ухода, я имею в виду отсутствие электроэнергии, отсутствие освещения, это прям вау результат в темноте. Сколько будет бутонов,
неизвестно, но уже сколько будет. Даже 2 буду рада, 2-3 буду рада. Здесь у меня мой красавчик Микки Кроун, который совсем не по сорту процвел, тоже в темноте, без света растит цветонос. Так, кто здесь у меня в лентяйке записался? Сейчас мы посмотрим. Здесь у нас цветоноса нет, но здесь и маленькая, видите, листовая масса. Это нехорошо. Здесь у нас, кстати, 2 рядом красавца Black Piano. Вот этот, который приехал. Боже, они все такие у меня, смотрите, припорошенные. Лимоша, мой попугай, сверху, и он постоянно сыпет проса на мои орхидеи. Это у меня здесь, ура, ура, я вижу, из-под листика выходит цветонос пилоричного Black Piano, который у меня процвел. Вот видите, срезанный цветонос возле нового растущего корешка. Вот так развиваются без освещения несколько часов со светом мои орхидеи. Вот смотрите, цветонос вышел. И здесь Black Piano, который с 2 сторон уже процвел не пилорично, а просто как грандифлора, таким красивым розовым крупным цветком, тоже выдал цветонос. Вот так, ребята. И растут корешки. Вот такие результаты без освещения. Слушайте, забыла я, не могу найти название, не написала, кто это красота, но здесь тоже 2 цветоносика. В общем, дождемся цветения, посмотрим. Все как обычно. Бирка потерялась и все. Это моя пилоричная Чиолин Рейнбоу. Интересно бы посмотреть на ее успехи в этот пасмурный день ноября. У нее здесь я вижу листик желтит она. Она у меня исправно цвела каждый сезон. Что будет в этом, девчонки, я не знаю. Но мне кажется, есть цветонос. Мне нравится эта бабочка. Она классная. Ну вот такая она у меня выгнала новый листик. Вот такого вот размера. Вот это 2 бабочки. Чиолин Рейнбоу и Чиолин... Как она? Вот это. Забыла, как называется. Так. Кто у нас еще с цветоносами? Добкин. Добкин, как дела? Ирен Добкин. Ирен Добкин, ты у меня каждый год цвела. Что в этом году? Вижу, что она подсохла. Надо бы ее полить, ребят. Совсем сухая. Совсем сухая. Цветоносы не вижу. Вообще от слова совсем. Новых цветоносов на Добкин. Ну, возможно, могут быть и попозже. Ну, не вижу. Не вижу. Так, я ее отложу, отсажу, отставлю для полива. Да, Добкин в этом году решила пропустить цветение. Но все еще впереди. Так, моя нефинетия. Спросите, как поживает. Ну, она у меня весной, по-моему, цвела, насколько я помню. Сейчас она у меня в таком анабиозе. Ну, как анабиозе? Она растит массу. Растит массу. Так, остался 1 листик у моей Shiny Girl. Ну, будем ждать детей. Так, что? Кто здесь еще у меня остался без внимания? Это орхидея, по-моему, Young Home Valley. Это биглипчик. Вот это вот он у меня, кстати, цвел неплохо. Но потом чего-то с корнями произошло, и он начал вредничать. Здесь у него проветривание, камешек в двойном горшке. Но пока ему не надо цвести. Ой, по-моему, еще 1 цветонос вижу я у этого лопушистого красавца, который не хотел тоже хорошо адаптироваться, растил такие маленькие, прям маленькие листики. Вон видите, какой маленький листик.
И вот вижу цветонос. Он растил листики, но он цвел. И вы знаете, кто это? Догадайтесь, догадайтесь. Ой. Чемпион Лайтинг. Очень красивая орхидея. Она мне очень до вподоби. Нравится безумно Чемпион Лайтинг. Такие вот каскадики выдает. Корней нарастил. Просто молодец. Девочки, я смотрю, вроде как еще поливать и не нужно. Но, видите, вот Добкин пересохла. А ты пересох? Вот в мхе. Красавчик. Ну, оно такое альденте. Ну, можно немножко водички дать. Я, наверное, сниму их с этой полочки. Вот здесь видно испарина. Кому-то можно вообще пол чайной ложечки, кому-то чуть больше. Но это я так, визуально. Вот здесь, например, вот, Black Piano. Ой, какие корни. У него корни классные, вон полный горшок. Да, нету разницы, пилоричный, не пилоричный, но корней много. Надо полить. И поливать буду сегодня с польским удобрением для цветения, в котором фосфора и калия больше. И, короче, полью. Вы знаете, я недавно искала, думаю, где ж мой Black Piano, который пилоричный. Я не могла найти. Сейчас поломаю все корни, кручу-верчу. И я не могла найти его. А потом до меня дошло, что я вспомнила, что я же их вместе поставила рядом, чтобы они не потерялись. Пилоричный и не пилоричный. И смотрите, они вот здесь 3 листика Black Piano пилоричный держит. Точно так было у этого не пилоричного, но сейчас у него 4 листика. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока нормально. Куда он туда цветонос потащил? Не знаю, куда он выйдет. Ему надо же сюда к лампе выйти. Посмотрим. Так, и здесь у меня такой вот есть желточек. Он тоже с цветоносом. Вы знаете, я вот в этом году, в этом сезоне от своих орхидей ничего не требую, сверхвозможностей, учитывая условия, которые сложились у нас с электроэнергией. Поэтому я радуюсь всему, что вижу. Новому корешку, новому листику. Попробуйте вот в таких условиях вообще выжить, да, сохранить свой внешний вид. Вот видите, цветонос. Это такая желтенькая орхидея. Бэби как-то она называется. Тоже я забыла. Такая полосатенькая, желтая, средней величины, там сантиметра сколько, 3-4, такой маленький цветочек. Прикольная. А вот Black Piano, конечно, я с ним все думала, расставаться, не расставаться. Потом думаю, ну пускай будет еще одна розовенькая орхидейка. В общем, здесь на этой полочке так. И что здесь происходит? Продолжает растить свои 2 цветоноса маленькая шлерианка, сидячи на мамочке. Мамочка дала цветонос, но на цветоносе не цветочки, а детка. Здесь у меня вижу носики цветоносов. Вот, появились. Сейчас, конечно, нужен им освещение и хорошее освещение. Ну, как уже будет, ребят. Опять пришел Жорка. Ну, я, конечно, растяпа. Я опять делала то же самое, что и делала. Жор, дай, пожалуйста, давай. Будешь собирать по одному, я уже на него не ругаюсь. Будешь по одному собирать, и будем вот так вот. Нет, Жор, не со стаканчика. Это моя вот детка здесь, в лагруне. Я вот обязательно задеваю и обязательно что-то потеряю. Но зато Жорику очень нравится весь этот движ. У нас вымыты лапы. Мы были на прогулке, замазались. Пришли домой, у нас нету воды до завтрашнего утра. Коммунальные негоразды продолжаются. Нам не бывает скучно. Вот еще один. Девочки, вы скажете, Аня, сколько можно? Дай сюда, не грызи. Сколько можно этот плагрон катать? Девочки, вот, делайте выводы. Плагрон это хорошо, но чуть какое-то движение неаккуратное. И конструкция такая маленькая летит в там-тарары. В там-тарары. Жоречка, ты можешь взять один
и поиграться. Это ж так забавно. Пересадили. Жора, одного не хватает. Я посчитала. Жора, одного не хватает. Надо забрать у тебя. Хорошо? Спасибо, до свидания. Не обижайся, пожалуйста. Даже не поняла, откуда он упал. Где-то он тут стоял. Ладно, поставлю пока сюда, потом подниму выше. Так, слушайте, я переживаю все вот за свою вот эту красоту. Это моя парфюмерная фабрика «Бабочка». Вы знаете, она меня просто держит в напряжении. Она красивая, все. Но она мельчит лист. Надеюсь, что этот будет побольше. Из-за того, что у нее с корнями там не все гуд. Но вот ее даже не стоит поливать еще, наверное, неделю, а то и 2. Я прислушиваюсь. Мне кажется, Жорка таки нашел лишний керамзитик. Но у нее нет сейчас цветоносов. Она цвела в прошлом году. И не надо. И не надо. Так, горизонт мой. Помните на обзоре в эпицентре, какой яркий и какой дома здесь у меня? Может быть, если поставить на окно, но это летнее цветение, то будет поярче. В общем, здесь вот такие вот приключения. Моя красивая орхидея, интересная, которая микс. Я все заглядываю, мне хочется от нее увидеть цветонос, но корни новые и новые листья тоже must have. Так что вот так. Кстати, у нее такой цветок клевый, и вот листик идет такой прям красивый. Так, ну здесь я пока не вижу. Интересно, вот это моя вкусно пахнущая. Она, кстати, вот мне надо ее достать и посмотреть, нет ли на ней цветоноса. Как она называется? Пинлонг черри. Я ее обожаю. Да? Пинлонг черри. Да. На ней цветоносы я новые не вижу. Вижу лист она. Жор, ты мне принес? Спасибо. Спасибо. Вот сюда положим. Ты что, по коре больше? Нет, кору тебе не дам. Я вижу, что, смотрите, сейчас я на свет приду. Она вот листик сбросила. И что здесь? О, блин, девочки. Вот эта история с закрученным цветоносом. В общем, ребят, смотрите. Вообще, да? Хорошо, что я начала снимать видео и увидела это. Сейчас я уберу вот эту вот чешуйку, потому что он там прям изогнулся. Извернулся прям так. Эта история с этими цветоносами, такими закрученными, меня всегда напрягает. Так, ну я потом 2 руками отодвину и посмотрю, что такое. Так, не фокусируется. Ну, думаю, он свой путь найдет. Могу сказать, что Пинлонг черри не оставит меня, надеюсь, хотя бы без одного цветочка своего ароматного. Показывала вам свадебное платье тоже с цветоносиком. Главное сейчас, чтобы им хватило развить эти цветоносы. Понятно, что на температурном скачке, на перепаде они у нас продолжает быть прохладно. Им нравится, я вижу, что они повыпускали цветоносы. Но хотелось бы, конечно, чтобы они еще бутоны-то нарастили. Здесь я вам показывала уже, где этот цветонос? Вот здесь под листом. Вот он. OX Мадонна цветонос. Здесь у меня, у моей красавицы Тайсука Анны цветонос. Так. Нету никого. Нету. Так, кто здесь? Здесь тоже пока после пересадки тишина. А, не, есть цветонос. Вот он, под листом спрятался. Это мой красавчик. Мы с вами пересаживали. Красивый, с оранжевым язычком. Постоянно забываю. Вроде подписывала. Ну, красивый. Принц. Луи III принц. Вот такой цветонос. Он обычно пышный, выдает цветонос, и все классно. Так, девочки, моя котлея в гидропонике. Ну, так себе. Ну, мне кажется, получше. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, это моя от Соня. Цветонос гонит. Посмотрим, что да как.
Ну и в принципе. Так, тут нету цветоносов еще. Здесь тоже тишина. В общем, кто-то с цветоносами, кто-то еще без цветоносов. Вижу, что еще керамзит не стоит поливать. Еще есть вот такая вот испарина. Пару дней можно подождать, пускай постоят. Так, порастут. Так, здесь я не могу добраться. Здесь от жорки спрятали орхидеи. Но вижу, даже есть бутоны на нижнем ряду. И вон вижу, моя красавица разбудила почку. Вот, видите? В общем, процесс идет. Процесс идет. Здесь принесла сюда метушного красавца. Он тоже цветоносовый пустил. Вот дует бутончик. И растит новый цветоносик. Орхидея Бэтмен, которая называется. Грин, да, как она? Грин Бэтмен. Так, по-моему. В общем, девочки, все нормально. Кстати, хочу уж посмотреть, как себя чувствует. Мы с вами пересаживали в плагрон красотку Greenwald. Greenwald Snake Skin. Да? Ну вот, девочки, уже прошло не 2 и не 3 дня, больше. Вот так она здесь, все нормально. Мы тогда же ей замочили корни, намочили плагрон, промыли и засыпали. И я больше не поливала. Вот так она и стоит. Так, я вам рассказывала, что у меня хрустальный водопад с цветоносом. В общем, помаленьку, потихоньку жизнь налаживается. Все, я думаю, что с гигантеей делать. Но пока ничего не делаю. Если руки чешутся, лучше немножечко подождать. Так, в общем-то, потихоньку где-то появляются цветоносы, где-то новые листики, где-то новые корешки. Мои башмаки, подаренные недавно мне, в темноте тут стоят. Вот один американец. Или кто это? По-моему, это... Уже забыла. В общем-то, лист подрос. Уже радует то, что есть какая-то динамика. Здесь вот тоже вижу, лист желтит орхидея. Надо будет его снять. В общем, девочки, дел не в проворот. И отсутствие света, конечно, меня печалит, как и вас всех. До сих пор цветет талумния. Молодец. Здесь тоже цветоносы. Красота. Красота. Здесь нет цветоноса. Говорила как-то вам на видео, что у меня была белая первая орхидея и розовая. И что якобы белая осталась, а розовой нет. И представляете, я аж потом уже видео выпустила и начала, помню, поливать. И вспомнила, и наткнулась, и вспомнила, что вот это вот моя одна из первых орхидей, белая в плагроне на окне, а это та розовая, которая первая. И вот в этом горшочке она в коре более или менее нормально начала развиваться, но тоже вот уже корни выходят. Она цветет такими среднего размера розовыми цветочками. Ну, это, так сказать, талисман, как говорится. Первые орхидеи приятно сохранить. Так, у меня здесь, кстати, черенок, смотрите какой, от Silver Dollar. Надо уже его от хвои сажать, высаживать. Талумния, конечно, обалденная. Сейчас уже она не пахнет, но был период, когда она пахла. Зато пахнет Виолацея Ред. Смотрите, какая прелесть, Виолацея Ред. Давайте подойдем к окну. Я вот этот момент цветения виолацеи, зацените размер цветочка по сравнению с хатуюки. Я этот момент всегда воспринимаю как праздник, потому что цветение виолацеи — это просто что-то невероятное.
Она сейчас набирает размер, только на днях открылся новый бутон. Я, конечно, жду свою вторую виолоцею цветения, которая индиго. Она пока растет, но не цветет. Будет интересно увидеть это и сравнить и аромат, и внешний вид. В заключении пройдемся здесь по полочке. Тут такие вот одинокие бутончики. Профар 6156 доращивает. Новый цветонос не растит. Вот, кстати, моя анаконда, она что-то вот бутоны подсушивает. Это потому, что нет достаточного количества света, и она их отсушивает, формирует и сбрасывает. И знаете, что еще? У талумнии у одной испортилась одна розеточка, пожелтела. Тоже вот когда начался дефицит освещения. Ну, не знаю. А может, это не с этим связано. Надо поубирать эти желтые. А все, они уже сами уходят. Надеюсь, что я останусь с этим сортом. Это какая-то yellow. Да? Yellow. Ну вот, две розеточки есть. Надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы кустик разросся. Талумния мне нравится, конечно. Что говорить, красотки. Ну и вот здесь у меня вот такая от Алюры Каюлани на 2 бутона красуется. Она, посмотрите, такая прям плотная. Ну, не скажу, что прям лаковая, но восковая. Интересная орхидея. Очень долго держит свои бутончики. Остальные, кто-то еще отдыхает. Здесь надо срезать пожелтевший цветонос. Это у нас блюбери. Помните, красивый, ароматный, небольшой такой фиолетовый цветочек был на нем. Очень классный. Аромат у него потрясающий. Так, срезала цветонос, вам показала на сапфире. Сапфир. Еще в полив не нужен ему, он влажненький, он растит листики. Ну, а это здесь, кстати, цветение постоянное на этой от Алюре. Как она называется? Вспыльчивость. Spitfire. Она постоянно цветет. Новый цветонос. И вот доращивает старый цветонос. У нее такие маленькие цветочки по 3-4 сантиметра. И она не сильно прям так ярко ароматит, но охотно цветет. В общем-то, вот такие дела на наших вот этих полочках. Все жду, когда же процветет этот фаленопсис. Но он пока должен обзавестись хорошей корневой. Вижу, на поверхности посушил, надо пообрезать вот эти вот желтые кончики. Ну, будем надеяться, что в этом году как-то довырулим. А вот это, кстати, Каюлани у меня, которая прям Каюлани. Она у меня в плагроне сейчас. И мне кажется, что она уже очень даже не против того, что вот как только пересадила в плагрон, гляньте, лист пошел расти. 2 листа она скинула, вот это второй желтый. И давайте посмотрим, что по корням. И смотрите, у нее в плагроне сразу пошел корневой рост. Не все, но вот здесь. Вот здесь. Видите, как проснулась? Вот так вот. В плагроне ей понравилось пока. И вот этот лист сейчас уберу. Он уже сам уходит. И потом сниму чешуечку. Поливать еще не надо, потому что корни мокрые, много воздуха. Вот видите, что они любят, орхидеи, даже капризные, чтобы был немножечко сквознячок в корнях, чтобы они были в таком состоянии, когда приток воздуха есть, и вот сразу начинается рост корней. Недавно буквально ее взяла и вытащила и пересадила. Так, а где? Думаю, пусть... я уже ее, знаете, она такая капризная у меня, вот этот мой экземпляр. Она в разных системах сидела у меня. Я уже хотела даже в открытую систему ее воткнуть. Она не росла нигде. Ну, как бы росла, но как, у нее вообще должны быть
листья, как у Memory. Sweet Memory. Это наша Sweet Memory. Это, по-моему, наша Леодора. Sweet Memory. Так, все жду корни вот этого башмака, которого мне подарили. Но, походу, я их пока не наблюдаю. Но он нормально себя чувствует. Их у меня 2 экземпляра. Вот один с корнями в коре. А этот вот так вот. Без корней был подарочек. Но листик вроде растит. Надеюсь, что скоро увижу корни. Я не могу понять, может, вот это уже корешок? Непонятно. Ну, сейчас, конечно, нам свет потушит. Сколько осталось? Сейчас я вам скажу. Полчаса. Ну, побудут немножко без света. Говорю, сегодня всю ночь они со светом были. Где-то с 12:30, по-моему, так включили, или в 12:30 ночи. И вот до сих пор я прям не выключала, девочки. Так что этот час, ничего страшного. У них прям сегодня передоз. Передоз по свету. Представляете, у орхидей сегодня передоз. Мы догоняем упущенное. То, что не было всю неделю, теперь догоняем. Кстати, ринхостилис тоже листик выпустил. Красота. Вот эту бы зацвести. Никак она не сговорчивая такая. Легенда. Прям хочется глянуть на легенду. Ну, хоть выпустила лист. А то, вы знаете, прошлые сезоны стояла вот с 24 марта года. Март 24-го приехала и стояла как завороженная. Ничего не хотела расти, не говоря уже о цветении, даже расти не хотела. И вот, наконец-то, выпустила листик. Но я заметила, что ее вот в такой посадке, как я здесь ей соорудила, ее надо минимально поливать и хорошо просушивать. И вот я за ней такое заметила, что как только я перестала ее туда топить, наливать ей кучу воды, часто поливать, она в болоте ей не понравилась. Так, что там моя... Всю я заглядываю. А, вот корни. Моя вот эта максилярия. Она же без корней была. Есть корни уже. Все. Пошла в рост. Кокосовая орхидея. Очень хочу узнать, почувствовать ее аромат. Очень хочу. Так, в общем, надо всех пройтись, посмотреть, кого подлить, кого полить. Вот вы знаете, сейчас не получается поливать прям вот полками. Кто-то быстрее просыхает, кто-то медленнее. Вот видите, вот на всей полке, в принципе, вот это в мхе, хотя она еще не такая уж и сухая. Видно, что и тяжелый горшок, такая достаточно еще может потерпеть. Но вот Добкин просохла. Добкин надо бы уже и пересадить, и полить. Ну, прям боюсь ее трогать. У нее, кстати, у Добкина у основания. Девочки, у кого есть Ирен Добкин, как себя чувствует? У основания вот детка. И эта детка вообще не развивается. Странно очень. Вот она уже столько времени у меня, и она как-то не хочет. Она цветет, мамка, растит листья, но детку не развивает. Вон, видите, вот эти вот 2 листика внизу. Этот желтый листик, по-моему, нижний, материнского растения. Не знаю. Но я удивилась, что она не дала мне цветонос в этом сезоне. Странно. Она, кстати, всегда, каждый сезон у меня цвела. Она или с 23-го года, или даже с 22-го. Не подписала я. Корней, кстати, у нее не так уж и много. Горшочек, как видите, маленький. Вот этот корень она опустила вот так сверху. Ну, она попить любит. Но сейчас я ее... Ну, как бы вот в этом моем горшочке она любит попить. Интересно, интересно. Может, ее вообще в плагрун пересадить и проверить ее корни. У нее такие, знаете, листья, прям как у ринхов. Совсем она не такая, как фаленопсисы. Но она же является... Видите, у нее не фаленопсис написано, а скоцентрум получается. Асконцентрум. Ну, такая достаточно прихотливая, мне кажется, она. Не активно она растит корни, прям не активно.
Ну, цвела у меня несколько сезонов подряд прям на ура. Мне нравилось. И такая кучерявая розеточка. Все, когда говорили, что что-то у них не получается с Добкин, мне было удивительно. Моя росла нормально. Что будет дальше, не знаю. Все, друзья мои, всем мира и добра. Я сейчас пролью несколько горшочков, чуть-чуть. Кому-то добавлю, кого-то вообще не буду поливать. Вот здесь вообще не надо поливать, потому что вот корни растут, видите, а там манка. А корни от шеи со всех сторон. Мне кажется, что вряд ли захотят они идти в субстрат, вот так будут торчать. Ты кто, красавица? У меня прям спортивный интерес дождаться ее цветения. Я просто забыла, кто это. Представляете? Ну, судя по листьям, это кто-то из мультифлор. Не крупноцвет, нет. Кажется мне, что это кто-то с маленькими такими цветочками. А кто? Я забыла. Девочки, вы, наверное, тоже не вспомните. Ну да, ну как тут вспомнишь? Все надо подписывать. Все, всех обнимаю. Без 25 минут. Там же... стоп. У меня там еще сверху история, которую я редко добираюсь на эту полку. Сейчас вам покажу. Лимошу вам покажу. Лимоша, скажи привет всем. Тут Лимоша охраняет всю эту банду орхидей. Это моя похожая... Ой... Такие маленькие красненькие цветочки. Но это не она. Но похоже на нее. Уже много лет она у меня. Но вот в этом году тоже здесь я не вижу цветонос. Она недавно отцвела. Ага, мой биглип похож на шоколад. И он дал цветонос. Видите, весь замазюканный топсином, потому что мне показалось, что там какие-то нелады. Как-то изогнулся вот так вот, прилег. Но он красиво цветет. Но он даже, по-моему, не биглип. Был куплен как биглип, но он красивый очень. С цветоносом. Молодец. Так. Слушайте, притащила сюда свои лаказии. Но не нравится мне, как они здесь развиваются. Что-то им у меня совсем не очень. Посмотрите, какие корни зато здесь. Вот. Вот это я понимаю. Здесь новый цветонос, ответвление. Смотрите, какой корень идет. Вот подошла такая закрытая система этому красавцу. Ну, значит, скоро будут красивые грозди. Если он не передумает. Он цвел прикольно. Молодец. На леопарда принца он похож. Мой эмбо пересажен в очередной раз в палагрон. Вижу, что продолжает растить и листик, и цветоносики. Но цветет неохотно. Надеюсь, что в палагроне еще какой-то стакан неудачный попался. Но ничего. Надеюсь, в палагроне у него дела будут обстоять хорошо. Слушайте, моя фронтера здесь на самом верху. О, фронтера. Фроня молодец. Она всегда цветет, у нее цветоносы. В этот раз один цветонос. Хороший куст. Девочки, как ваши фронтеры? Мы вроде нормально. Держимся. У меня здесь запасы воды на сегодня. Мы держимся. Мы держимся и пытаемся цвести. Фронечка моя тоже старенькая девочка. Давнишняя. Старый друг. Лучше новых двух. Так, слушайте. Рассмотрим мой биглип, который называется... Знаете, как называется? Медуза. Он как медуза растит свои корни в разные стороны. Здесь у него внизу вода. И вот вижу новый цветонос у медузы. И здесь оживил почку. У меня была такая вот сомнительная
Ну, я сомневалась, обрезать вот этот извилистый цветонос, который изгибается, или не обрезать. Потом думаю, да, оставлю. И вот, видите, почку разбудил. Но у него очень крупные, красивые, белые цветы с такой шикарной, потрясающей губой. Мне очень нравится он. Стоит там наверху. Единственное освещение — это вот эта лампа. И, в общем-то, вот так, без света, он дал цветонос и разбудил почку. Если пришло время цвести, то все. Вот сколько будет цветочков, это уже вопрос, конечно, второй. Будем посмотреть. Все, друзья мои, сейчас там повытираю, поставлю. Никого из этих орхидей поливать не надо. Они все вот тяжелые, все напитые. Влажность высокая у меня сегодня. Сейчас я вам скажу, какая у меня влажность. 20 градусов, 67%. Они сейчас поглощают влагу из воздуха. Так что вот кроме вот Добкин и вон той вот, наверное, красотки в мхе, никого поливать не буду. Знаете, с одной стороны хорошо. Задача упрощается. Все. Всем пока-пока. До скорых встреч на канале. Спасибо за лайки, за добрые комментарии, за вашу обратную связь. Так что вот так. На нижнюю полку я не пошла. Там не видно. Там тоже много интересного. Но как-то в следующий раз. Смотрите, какие корни. Ух, ух. А что вы делаете, когда у вас нету света? Мы с Жориком вот так дуреем. Я пыталась его расчесать. Ну, что-то у меня из этого ничего не выходит. Слушайте, надо уже стирать этого осьминога. Как он его полюбил. Просто тягает целый день. Спит с ним в обнимочку, играется. Я только и слышу, что раз шелестит. Жорка, скоро дадут свет, и жизнь наладится. У нас сегодня с 4 до 6 нету света. Ну, все дела подделали, даже чай успели попить. И вот теперь валяемся. Вот такие мы красавцы. Вижу, девочки пишут: ура, башмаки, будем ждать цветения. Ура, башмаки, будем ждать цветения. Анюта, поверьте, это начало. Пафов типа мало не бывает. Я так поняла, что это смайлик. Готовьте для них дождевую водичку. Жорик подрос. Да, Жорик подрос. Жорик подрос. Ой. Напишу, что надеюсь, не разведу. Не разведу десятки. Десятки этих. Ой. Кошмар. Так, что тут вы мне еще пишете? Жорик поприветствовал. Шкода мелкая. Да, девочки, так и есть. Да. Жорик умеет встречать гостей, и вообще он любит со всеми любит дружить. Наш Жорик. Да, Жорик? Что ты там делаешь? Гнездится, гнездится. Желание у него есть побегать, но он боится идти в темноту. Ты не хочешь пойти погулять? Что ты делаешь с этим осьминогом? Давай, беги его возьми. Тащи его сюда, тащи его сюда. Давай. Жорик действительно подрос. Но мы его не измеряли, а взвешивали где-то 2700 он сейчас. Скажи, я еще маленький, маленький. Развлекается, короче, в люлечке своей, развлекается.